Следующий пациент. Задняя рулевая рейка. Выглядит она как-то вот так. Хочу ее привести в порядок. Получится ли к концу серии, я не знаю. Слушай, пескоструйку разобрал. По идее, нужно снаружи ее отпескоструить. А пескоструить сейчас не могу. Сейчас ее почухаю, разберу, смотреть буду. Нужно выкрутить здесь. Штуцер есть для стравки воздуха. Штуцеры нужно где-то купить. Но в Испании их купить как-то нелегко. Буду чухать. Посмотрим, может быть к концу серии она и примет коварный вид. Но она вся как обычно. Сначала я возьму отвертку. И я же знаю, что внутри она хорошая. Она просто снаружи у меня вся в говне. А внутри там всякие резиночки. Я думаю, что резиночки я найти смогу. Мне очень нравится брать вот такое, приводить его в порядок. И оно потом такое красивое. О, тут даже есть кусочки чистого металла, не ржавого. Я сейчас ее чищу руками максимально от грубой коррозии. Не снимаю сейчас пыльники, чтобы внутрь пыль не летела. Задняя рулевая рейка. Потихоньку счищаю. Потихоньку чищу грубую поверхностную ржавчину. Это так, предварительная чистка и инспекция. Царапаю рулевую рейку. Блин, тиски удобная штука. Недаром их придумали 1000 лет назад. А говорят, этот молоток от сварочного аппарата, типа самого дешевого, не нужен. А он нужен, чтобы отбивать ржавчину. Со своей работой сбива шлака, когда варишь, он не справляется. А вот с ржавчиной на ура. Эта наклейка была там. Первичная очистка прошла успешно. Есть. Снято. Первый этап очистки, грубой очистки, я сделал. Можно шоркать дальше. Даже есть нержавые места. Я же говорю, ржавая на 98%. А накопленное счастье за 30 лет осталось на полу. Второй этап чистки. Пока пескоструй не готов, моя новая камера, буду чистить болгаркой. Не люблю болгарку. Часы у меня есть для гаража. Переодел, чтобы свои хорошие не испортить. Но я даже не переоделся сегодня. Часы можно испортить, а вот одежду можно постирать. Второй этап очистки. Теперь оно выглядит как-то вот так. Круто будет, круто. Штуцер, который нужно выкрутить, он там 30 лет сидел, заржавел. Он по идее на 10, как этот. От десятки там почти ничего не осталось, поэтому я насадил туда 9-ю головку и нагрел. Сломается или не сломается? Получилось? Выкрутил и не сломал. Теперь нужно прийти в магазин и купить новый. Только я не знаю где. Следующий пациент. На этот хоть десятка одевается. Сейчас попробуем. Попытка. Не пытка.
Ой, с этим повезло. Какое же оно все-таки все ржавое, а? Но не текло нигде. Вытащил и не сломал. Продолжаю дальше. Этот пыльник я уже снял. Там все чисто, красиво. Это хорошо. Теперь нужно снять этот пыльник на 10. А этот 17. Хомутик. Вот таким оригинальным хомутом было зажато. Снимаю ее, потому что хочу вот это тоже почистить. А там у нас находится гидравлическая жидкость. Внутри все чисто. Теперь берем чистую тряпочку, чтобы пока я чищу, туда не летела пыль, грязь, говно. Первая обработка – отвертка. Вторая обработка – жесткий диск. Третья обработка – мягкий диск. Ну вот, теперь оно выглядит как-то так. После третьей очистки более мягким кругом. Нормально. Обезжириваем. Готовим. Брунокс. Первый слой. Как бы готово. Ждем. Рейка черная. Просветы были, но 90% все ржавое. Скоро она будет. Там. A few moments later. Пришел. И вскрываю вторым слоем. Все. Второй слой готов. Стоять. Ждем, пока высохнет. И красим. Красиво будет для пота. Пришел, покрасил и ушел. Теперь можно собирать и ставить на место. Ну так вот, пулевая рейка готова. Вот, короче, подрамник я снял. Это было тоже нелегко из-за вот этих направляющих. Но снятый. Теперь на этот подрамник нужно вернуть стабилизатор. Он должен быть как-то вот так. Не хватает наконечников стабилизатора. Они должны быть там. Тут все в пыли, но не страшно. Не хватает втулок. Потом сверху нужно поставить рейку. Она будет тут. На рейку нужно наконечники рулевой рейки, которые вкручиваются вот сюда. Потом не хватает вот этого. Это должно быть вот так. Ну, примерно вот так. Прикручивается тут. Нужно вот эти еще штуцеры повыкручивать. И новые закрутить. Понятно, подключить к рулевой рейке подачу и так дальше. А этот вот сюда, а этот вот сюда. Потом нужно крепление трубок поставить на место. Тут крепление 1, крепление 2, вот тут крепление 3. Где оно? Вот так вот. Оп, и оно трубки держит. Эту и ту. Так вот все вместе. Не хватает дифференциала. А дифференциал пока что выглядит как-то вот так. Его нужно немножко, привести в порядок. Потом нужно к дифференциалу нужны вот эти штуки, которые крепятся. Одна вот тут, вот так, пум. И вторая вот там, пум. Зато болты уже готовы. Это крепление дифференциала, которое вот так, вот здесь, вот стоит. Там дифференциал. Тут еще такой насос, который стоит 900 евро. Насос на дифференциале. Вот эта штука тоже дорогая. Я думаю, что дифференциал полежит несколько недель, месяцев на столе. Вот и серии конец. А кто слушал, молодец. Вы, главное, вот это сделайте. А я буду ковыряться дальше. Ждать наконечники, втулочки. Все. И снимать амортизатор как-то. Точно.
Лавочка готова. Думал, сегодня приду, быстро подрамник сниму, рулевую рейку, которую я привел в красивый вид, прикручу, и чтобы она не валялась у меня в гараже, поставлю обратно на место. Но не тут-то было. Получается, не так уж легко снимать подрамник. Он тяжелый, и еще много чего не хватает. Он пока, как лавочка, постоит здесь. Нужно прикрутить рулевую рейку раз, нужно дождаться, когда придут наконечники рулевой 2, нужно дождаться, когда придут полиуретановые втулки стабилизатора 3, нужно подготовить дифференциал 4, поставить дифференциал на место, потом поставить сверху трубки. Поэтому смысла нету сейчас это все возвращать обратно на машину, я буду потихоньку здесь его на полу собирать, а когда все будет уже готово, с дифференциалом и с наконечниками и со стабилизатором совсем, я его поставлю на место. Еще проблемка оказалась. Амортизатор. Крепление амортизатора внизу конусное. С этой стороны я снял нормально амортизатор, а с этой стороны он туго одевался. Ну, я его туда болтом насадил и все. И теперь он не снимается, поэтому его нужно каким-то образом снять, так, чтобы не испортить новый полиуретановый саленблок, который мне сделали по моей втулке. То есть там внутри моя оригинальная втулка. Нужно его снять, зачистить и сделать так, чтобы он одевался и снимался нормально. Я немножко расстроился сегодня, потому что не так вышло, как я себе планировал. Но не страшно. Потихоньку и это соберется, и все в сборе вернется на свое место. Спасибо за просмотр. Не забыли подписаться. И смотрим мой сериал дальше. Когда-нибудь она поедет. 100%. Другого выхода нет.